Всем привет! Как звук? Напишите, пожалуйста. Слышно меня? Спасибо. Итак, еще раз привет всем. Меня зовут Лена. И у нас сегодня очередная онлайн-экскурсия. И сидя на диване, лежа на кровати или как угодно, кому как удобно, мы отправляемся в виртуальную прогулку в Царское село, в Екатеринский дворец. Добрый вечер, да? Так, отправляемся в Царское село. Для начала буквально немножечко предыстории. Царское село, точно так же, как и все наши Приневские берега, в свое время принадлежало Швеции до Петра I. И Петр в ходе Северной войны эти земли у шведов отвоевал и начал раздаривать некоторые территории своим приближенным. И, да, за компом, ну кто за компом, кто зачем. Вот, начал раздаривать своим приближенным и родственникам. И здесь находилось местечко, которое называлось Сари-Мойс, что означает «мыза на возвышенном месте». Мыза – это дом без каких-либо хозяйственных построек, просто дом. И эту мызу Петр I подарил своему лучшему другу и помощнику Александру Даниловичу Меньшикову. Затем, с таким же успехом, Петр у Меньшикова забрал мызу обратно и передарил своей жене, вернее, будущей жене Екатерине I. Ну, подарки, не одарки, это не про Петра I, конечно. И Екатерина, решив сделать сюрприз своему мужу, она начала, секунду, можно вот так сделать, она начала втайне от него строительство дворца. По проекту архитектора Браунштейна, немецкий архитектор, началось строительство, и дворец этот был достаточно небольшой. Давайте чуть назад вернемся все-таки. То, что мы видим, вот эти выступающие по краям детали, называются ризолитами. Вот от ризолита до ризолита 2 этажа, это был первоначальный дворец. Всего 16 комнат здесь было. Желтого цвета, скромного вида совершенно, ну, типовой для того времени дворец. И перед дворцом, правда, с другой стороны, не там, где мы сейчас находимся, на этом плацу, а с другой стороны был разбит огород. Екатерина любила там иногда поковыряться, потому что она была женщиной совершенно простого происхождения. Марта Скавронская, ее настоящее имя, и досталась Петру, по сути, как военный трофей в ходе Северной войны. Ну, ее в плен для начала взял Шереметьев, она стала его любовницей, затем у Шереметьева в доме ее нашел Меньшиков, и уже в доме у Меньшикова ее увидел Петр I. Екатерина родила Петру нескольких детей, всего в общей сложности у них было 8 детей. А в 1712 году они поженились. Датой основания Царского села является 24 июня 1710 года. Вот в этот день до сих пор Царское село празднует свой, ну, скажем, день рождения, день основания города. И после смерти Петра, после смерти Екатерины, этот дворец переходит по наследству к их дочери Елизавете Петровне. Вот эта скромная усадьба к ней переходит. В то время она не была императрицей. Она была простой, скромной цесаревной. Страной управлял сначала Петр II, затем Анна Иоанновна. Елизавете достаточно мало денег выделялось, и в то время она единственное, что успела построить, это небольшую знаменскую церквушку. На этой картинке справа мы видим кусочек лицея, где учился Пушкин, а с левой стороны маленькая совершенно церквушка, знаменская. Вот это все, что сумела построить Елизавета в то время. Ну а затем она стала императрицей, и уже денег хватило на то, чтобы отгрохать большой и красивый дворец. Тот самый, который можно в Пушкине, ну, Царское село, город Пушкин называется.
в Пушкине увидеть сегодня. 300 метров по длине фасада. Огромнейший дворец. Вход во дворец был в южной его части, и то, что мы сейчас видим вдалеке, там такая маленькая, такие главки церкви, это домовая церковь во дворце, и там находился въезд на этот плац, и гостям нужно было проехать мимо всего вот этого 300-метрового фасада, и гости таким образом могли увидеть его во всей красе. То есть вот таким образом они проезжали и во всем великолепии видели дворец. Кстати, сейчас и для туристов тоже входы немножко южнее, с правой стороны, там как раз такие два крылечка и находятся. Построен дворец по проекту Растрелли, нашего знаменитого архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. И все, что мы здесь видим желтого цвета, все детали, вот эти желтые на дворце, они все тогда были позолочены. На золочение дворца ушло в общей сложности 16 килограммов золота. Единственное, что при Екатерине II, поскольку золото облупилось, ну там тонкий был слой позолоты, Екатерина велела просто закрасить желтой краской, потому что на солнце такой дворец блестел и сиял в самом буквальном смысле, просто слепило глаза. Просто было очень-очень даже больно. Поэтому мы сейчас видим не совсем в том виде, в каком видела этот дворец Елизавета Петровна. И рассказывают историю об одном французе, потому что в 1756 году, когда этот дворец был готов, сюда приехала масса гостей, иностранцев, конечно же. Все они ходили, ахали, охали, вздыхали, говорили, какой великолепный дворец. И говорят, что один единственный француз стоял в сторонке и так в задумчивости смотрел на этот дворец. И когда его спросили, а почему вы не говорите ничего, нравится вам, не нравится, он сказал, ну, мне кажется, что этому дворцу не хватает кое-чего, не хватает шкатулки для этой драгоценности. То есть дворец настолько был красив, что его следовало убрать в какую-то красивую коробочку и доставать только по праздникам. Но ни в коем случае не жить здесь. Он не для жизни, он слишком красивый. Ну и мы с вами сейчас заходим во дворец, и заходим мы через центральный вход, который появился позже, не при Елизавете. Еще раз повторюсь, что при Елизавете южнее был вход и главная лестница. Екатерина II велела здесь, в центре дворца, устроить лестницу. Лестница была красного дерева. Вход и выходы были на парадный плац, откуда мы зашли, и в сад, в парк. Та лестница просуществовала до 1860 года, когда уже по проекту архитектора Монигети не была построена новая, современная лестница. Она построена в стиле рококо. Вот такая достаточно пышная. На самом деле стиль рококо – это стиль елизаветинской как раз-таки эпохи. Это стиль, при котором белые стены обычно покрывались какими-то золочеными узорами, завитушечками и так далее. Здесь тоже очень много завитушечек, но они не позолочены, потому что в XIX веке, конечно, позолота была уже просто-напросто не в моде. Зато лестница действительно очень красивая, очень интересная. Она украшена, например, часами. С другой стороны, там есть еще такой же барометр. И также на лестнице на специальных подставочках стоят такие японские китайские блюда и японский китайский фарфор. Очень красивый. Это все очень, на самом деле, нарядно, красиво смотрится. И, к счастью, этот фарфор подлинный. Он сохранился, несмотря на Великую Отечественную войну, потому что в годы войны, во-первых, здесь, в Царском Селе, 2,5 года стояли немцы. Во-вторых, многие вещи увезли в эвакуацию, и там они сохранились, в том числе вот эти вот вазочки. Сам дворец после войны, в 1944 году, когда сюда пришли наши войска, выглядел вот так. Не видно, там на самом деле нет крыши совершенно.
лестницы сломаны, и в таком виде был, в общем-то, весь дворец. Плюс-минус, вот таким образом он выглядел. И все, что мы сейчас здесь можем увидеть, это все было восстановлено после войны. Если подняться на второй этаж, на верхнюю площадку, то из окон... Так, а мы, кстати, не туда поднялись. Здесь вот такой амурчик просыпающийся. Сейчас с другой стороны мы увидим другого амурчика. Нет, опять тот же амурчик. Вот спящий амурчик. И из окна виден тот плац, с которого мы вышли. С другой стороны дворца там находится парк. На этом плацу часто устраивались смотры войск, и с того балкончика, который виден за окном, обычно Екатерина II смотрела вот этот вот смотр войск. Но что касается этих амурчиков, они символизируют стороны света, запад и восток. Один спит, другой просыпается. Сейчас мы войдем в залы дворца. Для начала надо все-таки посмотреть на эту лестницу, потому что это один из самых красивых интерьеров этого дворца. Ну, как мне, по крайней мере, кажется. И это, наверное, в общем-то, один из самых поздних интерьеров дворца. И мы с вами заходим сейчас в кавалерскую столовую. Это интерьер, созданный Франческо Растрелли, который был не только автором дворца, но он в данном случае автор большинства интерьеров, которые сейчас существуют, которые сейчас здесь можно увидеть. Растрелли работал в стиле высокого барокко, и этот стиль предполагает обилие зеркал, обилие позолоты, различные какие-то вычурные детали. Вот, например, сейчас, если посмотреть на дверь, над ней можно увидеть такие красивые десюдепорты, украшения дверей, очень интересные. Свечи, конечно же, да, то есть вот обилие как раз таких вот украшений. В 1860-е годы все эти украшения, которые мы здесь видим позолоченные, они все были посеребрены. И столовая получила название серебряной столовой. И уже когда после войны это все начали восстанавливать, то было принято решение вновь позолотить эти детали. Ну, то есть, когда восстанавливали, это же все заново делалось, поэтому решили сделать их именно позолоченными, для того, чтобы мы с вами могли увидеть дворец в том виде, в каком он существовал еще когда-то при Елизавете. И, соответственно, столовая вернула свое первоначальное название, она называлась Кавалерской столовой, и здесь располагались кавалергарды, охрана кавалергардов. А во-вторых, здесь устраивались обеды для небольших групп людей. И в том числе здесь устраивались обеды для кавалеров. Синяя лента – это лента кавалеров Андреевского ордена, и правее сейчас также покажется лента Владимирского ордена. На столах помимо этого стоит посуда. Это сервиз, заказанный еще Екатериной II, знаменитый орденский сервиз. Все предметы, которые там стоят, на каждом можно увидеть такие же полосы. То есть, допустим, если слева у нас георгиевская лента, значит, на всех тарелочках будет вот эта вот георгиевская лента. Они все, в общем-то, разные, но сделаны в едином стиле. Также в этом зале мы можем слева увидеть печь. Таких печей мы во дворце будем видеть очень много. На самом деле это так называемые голландские печи, израстовые печи. И на потолке можно увидеть плафон с изображением каких-то сюжетов из римских и греческих мифов. В данном случае мы видим бога Гелиоса на своей золотой колеснице и его помощницу богиню Эос в желтом платье. Ну, по-другому мы ее еще зовем Аврора.
Что касается бога Гелиоса, у древних греков, например, было поверье, ну как не поверье, раньше же люди были уверены в том, что Земля плоская, и именно Солнце вращается вокруг Земли, то есть бог Гелиос садится в свою колесницу и объезжает на ней небосклон. Хотя, конечно, идеи о том, что Земля круглая и все наоборот, они были еще в те же древние времена. За этой столовой мы с вами следуем в следующий зал. Это большой зал, или, как его еще называли в XVIII веке, светлая галерея. Она действительно очень светлая, достаточно большой, в реальности очень большой зал. Попадая сюда, очень хочется танцевать, возникает такое какое-то внутреннее чувство. Кстати, именно этот зал вы могли видеть в мультфильме про Анастасию американском, потому что именно он здесь показан в том мультике. И если его сравнить, например, с такими же по площади залами Зимнего дворца, которые использовались обычно для балов, а мы понимаем, что этот зал тоже использовался для балов, для каких-то наиболее важных приемов, например, для маскарадов и так далее, то в Зимнем дворце, например, Зимний дворец, он в принципе был рассчитан на проживание в нем в зимний период. Соответственно, и стены там более толстые, потому что холодно было в январе, да, темно. Здесь жили в этом дворце летом, поэтому совершенно другая архитектура. В том числе в этом дворце проживали, когда был период белых ночей, возможно, было даже тепло, поэтому все те окна, которые мы здесь видим, они могли быть открытыми, и в этот зал попадали солнечные лучи или лучи заката, свежий воздух, то есть было, конечно, много света, много воздуха, плюс между этих окон находятся зеркала, там свечи в золотых подсвечниках, то есть все это, конечно, давало тоже свой эффект, зал сиял и блестел, и зрелище, видимо, было просто великолепное. И, кстати, вот эти многочисленные зеркала, многочисленные окна, они все рассчитаны на то, что они будут давать как бы увеличение пространства, они будут увеличивать его. Добрый вечер. Будут увеличивать это пространство. И та же цель, конечно, той же цели должны были достигнуть с помощью плафонов. Здесь плафон огромный на весь зал. И действительно его задача увеличивать пространство уже вверх. За счет средств живописи сделано так, что нам должно казаться, как будто бы этот зал на 2 этажа еще выше, а там где-то еще высоко находится небо. Ну и там тоже что-то такое происходит. Этот плафон называется «Россия, мир и победа». И создан был в XVIII веке, но, к сожалению, из-за деформации балок его позже вынуждены были демонтировать. Ну, а когда после войны уже восстанавливали, то случайно в Михайловском замке в запасниках были обнаружены боковые части этого плафона. То есть сначала создали новый плафон, но когда восстанавливали, решили, что можно восстановить все-таки версию XVIII века. Да, плафон здесь просто великолепный. Ну, соответственно, я говорила «Россия, мир и победа». Мы сейчас с вами смотрим на центральную его часть, уже восстановленную, то есть новая часть, современная Россия представлена. И Россия это сидит с вензелями Елизаветы Петровны, то есть, в принципе, если учесть, что это все создавалось при Елизавете, мы понимаем, что Елизавета это и есть Россия. Да, такой момент. Я говорила, что в этом зале проводились балы и прочее. В наше время его тоже иногда используют не для проведения экскурсии, а для каких-то мероприятий. Сдают в том числе в аренду. И здесь же, например, была свадьба Анастасии Волочковой. Как я потом уже позже узнала, там она и замуж-то не вышла. Ну, свадьбу себе устроила. Или здесь, например, однажды выступал Элтон Джон.
Ну, а следующие залы, которые находятся за большим, они выполнены в стилистическом единстве с большим залом, и между собой они тоже очень похожи. Называются они антикамерами, что в переводе означает передние. Это залы для ожидания выхода императрицы Елизаветы. Антикамер изначально было 5, сейчас здесь только 3. Обычно, когда туристы приходят в этот дворец, осмотр его начинается именно с антикамер. И в XVIII веке, поскольку вход во дворец также был с южной стороны, то получается, что опять же с них и начинался осмотр дворца. То есть шли через 5 антикамер, затем попадали в большой зал и дальше шли так же, как мы потом попозже пройдем. Но у нас, получается, эта экскурсия разбита на 2 части, потому что сначала в одну сторону сходим, потом в другую. Эта антикамера самая первая, она самая большая, потому что ожидающие выхода императрицы, они делились по чинам. Здесь располагались самые важные, самые значимые люди. Плафон здесь также очень интересный. Так, как его лучше смотреть? Плафон, мифологический сюжет, называется «Триумф Ариадны и Бахуса». Бахус – это бог виноделия, Дионис, да, по-другому. Ариадна – это та самая девушка, которая помогла Тесею выбраться из лабиринта Минотавра. И затем Тесей забрал ее с собой, но почему-то по какой-то причине бросил беременную одну спящую на острове Наксос. И там ее уже подобрал Бахус, и они поженились, и вот их триумф здесь и изображен. В этом зале, помимо того, что была такая приемная, здесь же при Екатерине II был устроен театр. И именно здесь впервые был поставлен бригадир фон Визина. Следующая антикамера, она, в общем-то, сама по себе почти такая же, как предыдущая. Единственное, конечно, она поменьше чуть-чуть, хотя это, по-моему, не сильно заметно. И здесь сейчас представлены столы такой интересной вензелеватой формы. И на столах находится такой сахарный портер. Вот эти вот деревца, елочки. Это все должно быть, конечно же, сладким и съедобным. Такая была традиция в XVIII веке. Конечно, сейчас это муляжи, но выполнены они по рисункам самого Растрелли. При Екатерине II в этом зале никаких таких столов не было. Здесь этот зал тогда был практически пустой, и стояла горка. Я имею в виду для катания. Была горка, был турник, и все это предназначалось для внуков Екатерины II, для вот этих вот царских детей. У Екатерины было 10 внуков, и поскольку зал, опять же, повторюсь, был свободным, они здесь играли в мяч, в валан, то есть это была зала для их детских развлечений. Ну, видимо, в плохую погоду. Ну а следующая антикамера, она уже немножечко отличается по своей архитектуре, она уже с намеками на стиль классицизм. Здесь такие Каринского ордера колонны, хотя они при этом сочетаются с барочными какими-то деталями, даже, кстати, очень интересно сочетаются, как будто бы так все и задумано, в принципе, выглядит действительно, как будто бы это в едином стиле сделано. И здесь уже нет таких голубых израстовых печей, а стоят просто камины. Эта антикамера также использовалась под устройство театра. Здесь тоже был театр, который позже разобрали, потому что в этой же зале была и бильярдная. При Екатерине еще здесь поставили бильярдный стол. Ну, а особенно в бильярд любил здесь играть Александр II. И Александр II попросил тогда разобрать театр. Хотя на самом деле бильярд в России появился естественно и, конечно же, при Петре I, как и многое. Петр привез бильярдный стол, кий и шары из Голландии. Если кто-то привозит с собой магнитики, то
Петр привез бильярдный стол, поставил его в своей приемной для того, чтобы ожидающие его приема не баклуши били, а тренировались в игре на бильярд. Сам Петр играл со своим приемным сыном Абрамом Петровичем Ганнибалом, известным, и после смерти царя Ганнибал до конца своих дней хранил этот бильярд, и потом этот же бильярдный стол находился в Михайловском у Пушкина. Пушкин тоже им очень дорожил, и уже в начале только 20 века этот бильярдный стол был утрачен. И следующая зала, по идее, должна была быть тоже антикамерой, по крайней мере, изначально она была антикамерой, а затем уже была перестроена. Это была 4-я антикамера. Но при Екатерине II она превратилась в нынешний арабесковый зал, который был создан по проекту Чарльза Камерона. Это шотландский архитектор, который очень много работал во Франции и в Италии. В частности, в Италии он работал на раскопках Помпей. Он даже не как архитектор, именно как исследователь. У него книги были посвященные Помпеям и римским термам. Он очень хорошо разбирался в этой теме, и я имею в виду в античных орнаментах, в классической архитектуре. И как раз он создал для Екатерины вот эти покои, арабесковый зал. Арабески – это вот эти вот панно в таком античном стиле с амурчиками, люди в античных одеяниях и так далее. Екатерина называла этот зал просто арабеской. И любила здесь устраивать приемы, и здесь же она обычно по вечерам после прогулок по парку играла в карты. Здесь играла в карты. Ну и из убранства этого зала мы здесь можем также увидеть ковер. Называется он Большой Чесменский ковер. Он, соответственно, был создан в честь победы в битве при Чесме. И здесь же очень такой интересный и плафон. Ну, он просто отличается от предыдущих залов. В центре его, в таком медальончике, центральный медальон, там изображен Парис, который делает свой знаменитый выбор. Из 3 богинь он выбирает Венеру или Афродиту, богиню красоты и любви. Но в данном зале очень интересна трактовка этого мифа, потому что Парис с этими богинями находится в окружении различных добродетелей. И, видимо, имеется в виду, что Парис выбрал любовь. Значит, любви соответствуют и все добродетели. Хотя мы знаем, что выбор Париса, ведь он привел и к похищению чужой жены, и к войне, которая длилась 10 лет, и в ходе этой войны погибли очень многие известные герои. Ну и что касается истории этого зала, к сожалению, он очень поздно был восстановлен. Это первый зал, который восстановлен на половине Екатерины II. Здесь, в этом дворце. Потому что после войны зал был в таком состоянии, что его очень долгое время использовали вообще не по назначению. Здесь было и морское училище, и художественное училище, и разные другие организации. Он даже металлическими балками был поделен на 2 этажа. И 2 года понадобилось только на то, чтобы освободить зал от всех этих лишних конструкций и подготовить его к реконструкции. И остальные залы дворца пока еще, здесь, по крайней мере, у нас на сайте, здесь нет других залов дальше. Это вроде уже Леонский зал. Ну, а многие залы еще только предстоит сделать, предстоит отреставрировать. Поэтому мы возвращаемся на лестницу. И следуем уже в другом направлении.
С двух сторон от лестницы находятся столовые. Там была повседневных обедов. Что значит повседневные обеды в понятии Елизаветы Петровны? По воспоминаниям современников, здесь обычно стояли столы венделеватой формы, как мы видели уже в другом зале. Столы венделеватой формы. На этих столах били фонтаны шампанского, вина и цветной воды. Били фонтаны шампанского. Количество подаваемых блюд достигало 80. Ну, лично я бы сравнила это с римскими, наверное, пирами. Ну, или вспоминается фильм про Ивана Васильевича, который меняет профессию. 80 блюд. Из них очень многие имели такие достаточно необычные названия. Например, лосиные губы или бычьи глаза в соусе поутру проснувшись. Кстати, такие интересные названия в то время были не только у каких-то блюд, но и, например, краски тоже так интересно назывались. То есть, такая эпоха была. Сама Елизавета Петровна часто составляла списки приглашенных, и она же придумывала, как развлекать будут гостей, что будут подавать и так далее. Кстати, именно Елизавета придумала, что нужно подавать ночью на балах суп, потому что до этого подавали прохладительные напитки, мороженое, но ведь балы у Елизаветы длились часто до 5 утра. Конечно, люди могли проголодаться, поэтому ночью их кормили супом. Естественно, после этого они ложились спать, и поэтому врачи той эпохи рекомендовали спать полулежа, полусидя. И даже кровати того времени, они такие укороченные. Даже кровать Петра I очень короткая. Потому что должны были одновременно спать, организм должен был одновременно отдыхать и при этом переваривать пищу. В наше время врачи просто рекомендуют не есть после 6. В то время они только в 6 начинали собираться. И в 6 обедали, затем шли танцевать. Где-то около 10 сюда приходила Елизавета с наиболее приближенными какими-то своими друзьями, скажем. Они ужинали, а затем уже сюда все остальные заходили, ели стоя, остальные ужинали стоя. Ну и после этого частенько Елизавета отправлялась на охоту. Она была очень страстной охотницей, очень любила это дело. Кстати, у Серова есть картины на эту тему. И однажды, например, Елизавета подстрелила даже медведя, а потом еще и лося. Ее военные трофеи, не военные, простите, охотничьи трофеи потом иногда подавались к столу. Покушать Елизавета сама тоже очень любила. Говорят, что на Масленицу она могла съесть 2 дюжины блинов за раз. Ну, она была императрицей, так что, я думаю, вполне могла себе позволить. Ну а здесь, на этом столе, мы можем увидеть мейсонский фарфоровый сервиз, который существовал еще в эпоху Елизаветы. Она пользовалась этим самым сервизом. И здесь же стоят масленки-обманки. Вот эти вот фруктовые пирамиды, это масленки-обманки, целью которых было шутка, пошутить над людьми. Допустим, видит человек на столе яблоко, персик подошел, начал тянуть, и вокруг раздается хохот всеобщий. Ну, вот такое было чувство юмора. Это еще не самые такие злые шутки. В Петергофе при попытке взять яблоко людей просто обдавало водой, например. А были еще варианты шуток, когда человек заходил в какой-то охотничий домик, и на него там нападал медведь. И потом выяснялось, что это чучело медведя, все начинали смеяться, хохотать. Если вы на секундочку представите себя в подобной ситуации, я думаю, что вы вряд ли бы смеялись. Но в ту пору было вот такое чувство юмора. Что касается охоты, сейчас отъеду. Что касается охоты, в этом зале представлены охотничьи натюрморты работы художника Гроута, придворный художник, который ввел моду на такие охотничьи натюрморты. Вот именно после него пошла такая мода на них.
Вообще предназначались они не для этого зала, а для павильона Монбежу в соседнем парке. Вот здесь же мы можем посмотреть также и на плафон. Он тоже очень красивый, живописный. Называется колесница Аполлона. Здесь бог Аполлон в сопровождении муз. После всех этих ужинов обычно гости проходили в следующие два зала. Следующие два зала это гостиные, и там можно было выпить чашечку горячего шоколада. Модный тогда напиток, только появился. И следующие два зала, они называются малиновая и зеленая столбовые. Столбовые, потому что с левой стороны такая розовая колонна стеклянная, она плоская, как пилястра, чтобы максимально разнообразить интерьеры, чтобы все они были все-таки разные. И эти столбы, в данном случае малиновые, они выполнены из стекла, и под стеклом находится мятая цветная, в данном случае малиновая фольга. И создается эффект драгоценных каменьев. Очень красиво смотрится, но еще раз повторюсь, стекло, под ним просто цветная фольга. И это украшение императорского дворца вообще-то. Дело в том, что в ту пору это было недешевое удовольствие. Стекло умели выдувать только маленького размера. Сантиметров где-то, наверное, 20 на 20 или, может, не знаю, 25 на 25. Небольшие стеклышки. И окна состояли из таких маленьких стеклышек. Называется это все мелкая растекловка окон. Если где-либо в Петербурге вы увидите такие окна, значит, это, скорее всего, либо Петровская, либо Елизаветинская эпоха. Либо в редких случаях это стилизация под эту эпоху, тоже такое бывает. А в данном случае мы видим длинные такие стекла, узкие, но длинные. И это было сложно и дорого выполнить. Поэтому мы говорим о том, что это украшение императорского дворца. При Екатерине II, здесь же в этой гостиной, даже конкретно в этой гостиной она играла в шахматы. Мы видим здесь шахматный столик с китайскими шахматами. И здесь же она любила иногда играть в карты, даже достаточно часто. И в карты играла в том числе с иностранцами и играла на драгоценные камни. В малиновой гостиной на рубины, а в зеленой гостиной, кстати, любимый ее камень, это были как раз бриллианты, но те послы, которые все-таки умудрялись здесь выиграть, смели выиграть у императрицы, они потом к себе домой в Европу увозили вот эти драгоценные камни, и они там вошли в моду. Изумруды, рубины вошли в Европе в моду. А здесь в этом зале, помимо прочего, была и музыкальная гостиная, поэтому мы здесь видим клавесин стоит. И также в одно время здесь устроили буфет. И стояла ширма, такая готическая ширма, но, к сожалению, в годы войны она сгорела, естественно, поскольку сгорел весь дворец, и ее решили не восстанавливать. И зеленая гостиная, зеленой, гостиной заканчивается тот дворец, который здесь существовал изначально. То есть, я говорила, 16 комнат, небольшой дворец. Все остальное, куда мы пойдем дальше, все это было достроено уже позже. Растрелли по приказу Елизаветы Петровны. То есть, это более новая часть дворца. И следующий зал, это у нас портретный зал. Здесь портреты, допустим, хозяек дворца. Просто у нас в разных дворцах, фактически, не только даже в императорских, во многих дворцах, чуть ли не в обязательном порядке есть такие комнаты, где висят портреты его хозяев, бывших, тетушкой Елизаветы. Елизавета ее очень любила. Справа от дверей портрет Екатерины II, которая на протяжении 34 лет была хозяйкой этого дворца. И она его тоже очень любила и практически каждое лето здесь проводила. Еще чуть правее висит портрет Екатерины I в полный рост. Это первая хозяйка этого дворца, в ее первоначальном виде.
супруга Петра, которая хоть была и простого происхождения, тем не менее стала фактически идеальной женой для Петра. Если не обращать внимания на некоторые какие-то нюансы, именно она одна могла ему помочь во время его таких нервных припадков. У Петра очень тяжелое было детство. В 10-летнем возрасте он наблюдал стрелецкий бунт, и из-за этого у него потом всю жизнь бывали такие припадки. И спасала только Екатерина. Она, во-первых, своим голосом его уже успокаивала. Во-вторых, она клала его голову себе на колени и начинала гладить, гладить, гладить. Он засыпал, и через 2 часа просыпался, и все уже было хорошо, все было в порядке. Кстати, именно имя вот этой женщины, Екатерины I, носит этот дворец. Не Екатерина II, а Екатерина I. В ее же честь называется и город Екатеринбург. А напротив Екатерины I находится портрет ее дочери Елизаветы в горностаевой мантии, все как полагается. Елизавета вошла в историю как такая веселушка, хохотушка, хотя, конечно, при ней состоялась 7-летняя война, которую мы выиграли. Но, тем не менее, такая была веселушка на престоле, очень любила переодеваться, очень любила балы, маскарады, красивые наряды. Огромное количество нарядов было у нее, и переодевалась она по 3 раза на дню. И того же она требовала и от придворных дам. Она в том числе требовала, чтобы сюда не приходили в ношенных платьях. Что значит ношенное платье в представлении Елизаветы Петровны? Ношенное значит одетое больше 1 раза. Специально обученные люди на выходе из дворца ставили на платье печать, означающее, что оно использовано. Вот, если сейчас вы придете в этот дворец, у вас будет билетик, вы его приложите, 1 раз им можно воспользоваться. Вот фактически, можно сказать, такая же традиция была при Елизавете, только это касалось платьев. Платья, напомню, были очень такие дорогие, украшенные бриллиантами и так далее. И только у Елизаветы было приоритетное право быть самой обаятельной и привлекательной, самой красивой девушкой, женщиной в государстве. Несмотря на то, что все шло время, все-таки она и старела, тоже менялась. Не дай бог, какая-нибудь юная особа была красива, да еще и красиво одевалась. У нее могли быть из-за этого неприятности. Ее могли публично оскорбить, например, я имею в виду, Елизавета могла публично оскорбить как-то, и, конечно, в этом было мало приятного. И уж тем более, не дай бог, кто-то умудрялся, ну, чисто даже случайно, одеться как императрица или сделать такую же прическу. Под запретом, например, были банты или розы в волосах. И на этот случай у Елизаветы были маленькие серебряные ножнички, и она могла подойти вот к этой даме, у которой такое же платье, такая же прическа, могла изрезать это платье, могла изрезать также прическу, отрезать локоны, да, то есть ну, таким деспотом она была в этом плане. Но однажды ей пришлось обрезать и свои локоны, потому что из-за пудры волосы слиплись, и пришлось подстричься почти налысо. Всем пришлось подстричься почти налысо, всем дамам. Ну и тогда в моду, в общем-то, стали ходить парики. Да, ну, крутая она по статусу была, Елизавета Петровна. И не только, конечно, она любила красивые платья, но и красивые дворцы. Именно при ней появились как раз и Большой Петерговский дворец, и Зимний дворец, и вот этот дворец. Не за каждый из них Растрелли, архитектор Растрелли, получал, ну, можно сказать, зарплату, к сожалению. Он умер, мы даже толком не знаем когда, не знаем, где он умер. Потому что после смерти императрицы, когда к власти пришла Екатерина, уже в моду вошел другой стиль, стиль классицизм, и он стал не нужен, по сути. Поэтому он сначала в Италию отправился, а умер он, скорее всего, в Латвии, в Метаве, в бедности. И, к сожалению, это
история, которая касается не только Растрелли, но и многих других наших архитекторов. Но Растрелли создал, конечно же, самый знаменитый зал в Екатерининском дворце – это янтарная комната, которую, безусловно, знают все они слышали. Я думаю, все знаете, почему они все слышали. Не совсем, конечно, Растрелли ее автор. Изначально это был небольшой янтарный кабинет, который принадлежал прусскому королю Фридриху Вильгельму I. Конечно, да, у него 16 тысяч платьев было. После ее смерти обнаружили 16 тысяч платьев. Это был кабинет, янтарный кабинет, то есть по площади гораздо меньше, Фридриха Вильгельма I, прусского короля. Именно у Фридриха его впервые увидел Петр I и, видимо, как-то, может быть, не совсем осторожно высказал свои восторги. Может быть, случайно каким-то образом намекнул, что не прочь получить его в дар. Фридрих Вильгельм, который был человек вообще на самом деле очень скупой сам по себе, взял и подарил янтарную вот эту комнату, янтарный кабинет Петру. Подарок был очень щедрым, потому что в то время даже необработанные кусочки янтаря ценились на вес серебра. Спустя уже какое-то время только Петр отблагодарил производство. Петр умел работать на токарном станке, вообще был на все руки мастер. Как говорится, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Почему Фридрих подарил такую драгоценную, дорогую комнату Петру? Это другой вопрос. Может быть, хотел найти расположение Петра, может быть, он не хотел доделывать эту комнату, потому что ее создавали его родители, она была еще не доделана, и нужно было вкладывать средства, может быть, не хотел с этим, что называется, заморачиваться, поэтому убил таким образом 2 зайцев. Да, это я сейчас скажу про Зимний. Христос воскресе. Да, немножко просто вперед это, если забегать. Петр привез эту комнату в Россию, в Петербург, и разместил ее в летнем дворце, в летнем саду, но в ящиках. Не на стенах, а в ящиках она стояла, она пылилась несколько лет, и вплоть до самой смерти Петра. Вечно подарит какую-нибудь ерунду, а потом не знаешь, как ее применить, и выкинуть жалко, и не использовать. Но вот Елизавета Петровна, дочь Петра, она действительно ее решила использовать для украшения одной из комнат Зимнего дворца. Но не того дворца, который мы знаем сейчас, а предыдущего Зимнего дворца. Поэтому, наверное, до сих пор многие туристы ищут янтарную комнату именно где-то в Эрмитаже, в Зимнем дворце. Видимо, где-то недалеко от Мона Лизы. Но Зимний дворец начали перестраивать, то есть появился нынешний Зимний дворец, и в это же самое время Елизавета решила использовать эту комнату для вновь созданного Екатерининского дворца здесь, в Царском Селе. И солдаты на руках перенесли эту комнату из Зимнего дворца в Царское Село. В моем представлении, конечно, летний дворец, где изначально находилась эта комната, от Зимнего дворца совершенно недалеко расположен, то есть перенести из одного места в другое было несложно. А вот в Царское Село действительно пришлось нести 25 километров. Несли, еще раз повторюсь, на руках. Потому что янтарь сам по себе, и уж тем более вот эти янтарные панно, они очень-очень хрупкие. И потом в процессе приходилось эту комнату постоянно реставрировать. И одна из реставраций должна была здесь состояться летом 1941 года. Знаете, помните, что произошло? Началась война, и перед еще и блокадой Ленинграда, перед наступлением немцев, попытались снять эти панно сотрудницы дворца, но у них ничего не вышло, потому что очень хрупко это все, эти все панели. И, видимо,
видимо, может быть, они не верили в то, что Царское Село, Пушкин, будет захвачено немцами, поэтому оставили все на своих местах. А вот немцам, специальной кунсткомиссии, удалось эти панно снять, и они благополучно отправили их в Кёнигсберг, где комната эта позже и пропала. Пропала и так и не была найдена, как мы знаем. Нынешняя янтарная комната – это восстановленная комната. Восстановлена она в 2003 году. Единственное, что здесь подлинное все-таки удалось вернуть, в этой комнате есть мозаики, флорентийские мозаики, вот эти вот картинки небольшие. И та, что прямо по центру находится, ближе к дверям, называется «Обоняние осязания». И это подлинная мозаика, она сделана из полудрагоценных каменьев. Дело в том, что один из солдат, он ее, видимо, как-то скоммунизил, прибрал к своим рукам. И в 1997 году ее обнаружили в Бремени. Она принадлежала, по сути, его дочери, уже по наследству пришла к его дочери. Она передала эту мозаику городу Бремену, город Бремен уже ее передал Царскому Селу. И еще последнее слово все-таки по поводу этой комнаты. Изначально я говорила, что создавала ее Растрелли. Вот первый самый вариант комнаты – это небольшой янтарный кабинет, но поскольку его разместили в помещении, которое превышает размеры этого кабинета, то Растрелли пришлось немножечко комнату расширить и дополнить. Вот там поверху это не янтарь, вот это такая светло-желтая полоса, это не янтарь, также зеркала здесь присутствуют, ну, то есть пришлось немножечко Растрелли еще пофантазировать. За янтарной комнатой следует еще один такой достаточно любопытный зал. Называется картинный зал. Всю поверхность его покрывают картины. Сплошным таким ковром. Это называется шпалерная развеска картин. Шпалеры это как раз и есть, по сути, ковры, или еще говорят гобелены. Ну, это, конечно, не совсем верно, но суть вы поняли. Картины висят сплошным ковром именно. Все эти картины создавались западноевропейскими художниками 18 и 17 и 18 веков. Были они приобретены в середине 18 века придворным художником Гроутом в Гамбурге, и Растрелли их использовал для отделки украшения этого зала, но не по сюжетному принципу, потому что сюжеты здесь абсолютно разные. Здесь и, допустим, мифологические сюжеты, пейзаж, портрет, баталии, натюрморты, вот все есть сюжеты. Он их собирал по принципу соответствия размеров, да, по размеру подбирал и по цветовому решению. Одна из самых известных здесь картин – это Полтавская баталия, которая была заказана лично Петром I, но, к сожалению, сам Петр ее так и не увидел, потому что она была доставлена в Россию только после его смерти. И надо сказать, что этот зал – это помещение, в котором, можно сказать, писалась история России. Потому что здесь происходили обычно дипломатические приемы, обсуждались очень важные политические вопросы, поэтому действительно именно здесь создавалась наша история. И именно здесь Екатерина II отмечала почти все свои дни рождения, потому что день рождения ее приходился на 2 мая, а в Царском Селе она обычно жила где-то вот примерно с апреля по ноябрь, в зависимости, конечно, от погоды. Царское Село, еще раз повторюсь, было ее любимым пригородом. Ну, по крайней мере, первую половину своего царствования, вот все ее дни рождения были здесь, проводились. И еще один момент по поводу именно... Да. Плафон здесь, безусловно, нужно посмотреть. Плафон называется Олимп. И тут нужно вспомнить плафон, который украшает потолок в Зимнем дворце на самой главной лестнице, Иорданской лестнице.
этот плафон – это копия того плафона. И этим залом завершаются в Екатерининском дворце парадные покои. Дальше следуют именно личные покои. Сначала Елизаветы Петровны, затем и Екатерины II, которая позже эти комнаты отдала своему старшему и любимому внуку Александру I. И здесь находится малая белая столовая, стены ее тоже затянуты белым штофом, позолота. В принципе, по убранству она похожа на предыдущую столовую, вот эту вот парадную белую. Висят здесь также картины, немножко другие сюжеты. Здесь представлены виды самого царского села. Например, Екатерининский дворец в разных ракурсах. С левой стороны можно увидеть над бюро Камеронова галерею. Само бюро под картиной слева, бюро заказано лично Екатериной II. И заказано оно было по случаю закладки в Москве Кремлевского дворца. Соответственно, бюро было украшено видами Москвы, Московского Кремля, а по краям, вот по бокам, также его украшают виды Царскосельского парка. Следующий зал, это все продолжаются личные покои Елизаветы, затем Екатерины и Александра I. И перед нами сейчас кабинет Александра I, который выполнен в таком достаточно любопытном стиле. В любопытном стиле одновременно здесь какая-то присутствует китайщина и в то же время барокко. Причем явная барокко, все та же позолота, огромное количество вычурных деталей. Плафон с Венерой и Амуром на потолке, вот эти голубые изразцовые печи, портреты императорской семьи, среди которых мы слева от дверей по центру видим Петра I, Екатерину I, с правой стороны Анну Иоанновну и Елизавету Петровну. Далее, естественно, Екатерина II. Справа от двери Петр II. И напротив него получается Анна, дочь Петра I и мать Петра III. Ну, естественно, парадный портрет Александра I работы художника Джорджа Доу, того самого художника, который создавал портреты для галереи 1812 года в Зимнем дворце. Александр I, конечно же, жил здесь, в этом дворце, либо бывал частенько в гостях. Бабушка его была знаменитая наша императрица Екатерина II, а родителями были Павел I и Мария Федоровна, его супруга. И поскольку у Павла с Марией Федоровной и Екатерины были очень тяжелые, очень сложные отношения. Каждый из них жил в своей резиденции летом. Например, Екатерина жила здесь, в Царском селе, Павел проживал в Гатчине, Мария Федоровна в Павловске, а Александр, он попеременно бывал то там, то там, то там, и везде были свои какие-то и традиции, свое понимание всех вопросов, свое мнение. И бедный Александр был вынужден приспосабливаться и, в общем-то, лицемерить. И это, конечно, не могло не сказаться на его характере. Он и вырос таким немножечко лицемерным. И таким достаточно двояким было его царствование. Первая его половина была такой либеральной, и реформы, и победы в войнах, и присоединение к России Финляндии всей, и, допустим, победа в Отечественной войне 12 года. А вот вторая половина, она уже скорее было такое скорее консервативное царствование, и появились военные поселения, да, то есть это такое немножко, конечно, контрастные две половины его царствования. Ну и возвращаясь, собственно говоря, к восточной половине убранства этой комнаты. Мы здесь видим на столах вазочки. Вот большинство из них далековато. Чуть поближе к нам
данная вазочка. И, конечно же, здесь очень интересные, необычные обои. Выполнены они на китайском шелке акварельными красками. И, естественно, в ходе пожаров дворца, два было пожара во время Великой Отечественной войны, в ходе этих пожаров убранство этой комнаты также было утрачено, были утрачены эти обои, и для того, чтобы их восстановить, пришлось воспользоваться мебелью, которая сохранилась, по счастью, в эвакуации. Очаровательные стульчики. Сделаны в таком же стиле, это был достаточно популярный прием, когда и, допустим, шторы, может быть, или обои, все делалось в одном стиле. И благодаря таким образцам удалось восстановить обои. Сами стульчики очень интересные, со змейками такими. Очень любопытное решение. И следующая комната, последняя комната, которую мы на нашем маршруте посмотрим, это буфетная. Относилась она к уборной. Шануази стиль. Да. Ну, китайщина была, в принципе, в то время в моде. И в парке тоже. Здесь была часть, здесь располагалась уборная Елизаветы Петровны и буфетная комната, которую мы сейчас видим, она тоже относилась к уборной Елизаветы. Затем здесь была поставлена ширма, за которой хранились императорские парадные сервизы. И обычно во время больших парадных приемов здесь устраивался буфет для сервировки столов. Служебный такой буфет. Вот, собственно говоря, как использовалось это помещение. Я не в платье, это кофта. Да, кстати, был такой момент на экскурсиях, как-то решила я одеться в юбку, приехала, девчонки меня похвалили, сказали, что мы едем во дворец, и мы тоже красиво все оделись, в итоге мы все на самом деле в тот день замерзли, и на следующий день все вот эти девчонки, они уже все были одеты в джинсах, и главное, чтобы было тепло. Ну, а наша экскурсия по дворцу на этом закончена. По идее, после посещения Екатерининского дворца нам нужно выйти в парк и прогуляться по свежему воздуху, по Екатерининскому парку. Но мы это сделаем в следующий раз, дня через 3, 23, получается, наверное, апреля, скорее всего. И, конечно, парк у нас будет онлайн, и свежий воздух тоже будет в кавычках. Ну, туалетные комнаты, конечно, были, точно так же, как и в Зимнем дворце, они модифицировались со временем, то есть изначально были чуланчики, затем, конечно, здесь прогресс, конечно, не стоял на месте. В наше время на первом этаже работают туалеты. Кстати говоря, такой момент, в лицее Пушкина, который сейчас как музей работает, вот там при Пушкине, конечно же, были туалеты, но сейчас нет. Но я это понимаю так, что Пушкин – это фигура какая-то такая поэтическая, очень воздушная, поэтому Пушкин не ходил в туалет. Есть еще какие-то вопросы? Давайте выйдем пока на улицу. Постоим в очереди на свежем воздухе. Да, нужники. У нас по поводу туалетов как раз и вот этих вот вопросов, и ванных комнат, очень их много как раз в Петергофе. Петергоф в этом плане как раз может все рассказать. И там есть банный комплекс Марии Александровны. И в Монплезире, самом первом Петровском дворце, есть ватерклозет, потому что там фонтаны были. И, конечно, это все... Естественно, использовали систему фонтанов, потому что фонтаны там работают самотеком, и туалет поэтому таким же образом работал.
А я, по-моему, сказала, фасад, вот желтенькие детальки, вот эти, которые на дворце можно увидеть, они были позолоченные. Ну, помнится, может, конечно, я не так поняла, Путин обещал, что все это будет позолочено, но позолотили только вот эти вот балкончики. Может быть, оно и к лучшему. Еще, если вдруг здесь окажетесь в Царском Селе, очень часто задают вопрос, просто сейчас показать не могу, не видно на картинке. В центре дворца развивается флаг. Флаг этот имперский, желтый, черный и белый. Черный и желтый – это цвета нашего герба, и белый – это цвет монархии. Второй этаж дворца, по которому мы сейчас прошли, это парадные залы в основном, которые были рассчитаны как раз на приемы. Если вы сюда придете в этот дворец на экскурсию, на реальную экскурсию, вы здесь точно так же спален не увидите. Если вы поедете в соседний пригород, который буквально там, сколько, минут 20 здесь, наверное, ехать до Павловска, там, во-первых, можно увидеть то, что обычно хотят увидеть люди, потому что цари, они тоже же были живые, им тоже нужно было где-то спать. В Павловске есть кровать, но это парадная кровать. Так, конечно, в большинстве дворцов мы спален не увидим, но есть, например, кровать Петра I в Петергофе, опять же в Монплезире. Все едут сюда, в этот дворец. Ну, не увидите вы здесь спален, к сожалению. И еще раз повторюсь, что далеко не все здесь еще реконструировано. Помните, здесь, кстати, был еще отель Екатерина сбоку. И далеко не все наши дворцы прямо-то не полностью восстановлены. Очень, на самом деле, немного. Идет реконструкция. И еще такой момент в качестве тоже такой рекламы не Царского Села. У нас, например, если в Царском Селе есть янтарная комната, то, допустим, в Оренбауме есть помещение, которое, ну, не хуже янтарной комнаты. Это стеклярусный кабинет в китайском дворце. Он очень красивый, тоже называют 8-м чудом света. Там вышитые такие какие-то цапельки, ну, то есть китайские тоже мотивы, и все пространство заполнено голубым, таким нежно-голубым стеклярусом. Великолепно выглядит, но, к сожалению, даже если вы поедете на экскурсию, организованную в Оренбаум, вы туда не попадете. Туда нужно ехать именно самостоятельно. Спасибо, мы будем, конечно же, продолжать. Еще раз повторюсь, что в следующий раз мы отправимся в парк Екатерининский. Тогда я еще немножечко расскажу об истории, вообще название Царского Села. Но сейчас немножечко так будет не по теме. Так, спасибо большое всем за внимание. Я с вами прощаюсь. Всем пока.